Для тех, кто не хочет потерять нас из виду, в описании под видео я, как обычно, разместил ссылки на наши каналы в Дзен и в Рутуб. Заходите, подписывайтесь. А мы продолжаем, пока есть возможность, размещать видео и здесь. И сегодня смотрим очередной ролик, и пока что этот ролик из архива. Очень многие задают вопрос, работаем мы или нет. Отвечаю, пока еще нет. Как только мы заработаем, я опубликую информацию во всех наших пабликах. Здравствуйте всем! Сегодня у нас в ремонте блок цилиндров грузового автомобиля МАН. В данном случае частая проблема у таких и подобных блоков цилиндров – это набой гильзы в посадочном месте и кривизна поверхности прилегания ГБЦ. У народа, правда, существует мнение, и оно очень обманчивое, что такие массивные чугунные блоки не гнет, то есть поверхность не искривляется, постели коленвалов не меняют свою соосность. Повторюсь еще раз, это не так. Бесконечно доводится с подобными блоками работать и видеть, насколько эти блоки гнет и косит. Я уже как-то было дело публиковал подобное видео с такими дефектами. Вот и в данном случае фрезеровщик Виталий выставил блок цилиндров на станине станка. И уже индикатором он увидел перекос в пределах 2,5. Помимо кривизны поверхности очень четко видны продавленные места в межцилиндровом пространстве. Это вот эти самые темные пятна, которые не тронул резец. По итогу фрезерования с поверхности данного блока было снято 3 десятки. И поверьте, эти 3 десятки достаточно много. Поэтому здесь возникает еще одна проблема. Гильза, которая ставится в этот блок, должна выступать над поверхностью блока цилиндров в пределах от 3 до 8 соток. Как вы понимаете, это гораздо и гораздо меньше, чем 3 десятки, которые мы сняли. То есть фрезеровали с поверхности, а поэтому добавляется еще одна работа, и это правка посадочного места гильзы. То есть нам нужно занизить опорный столик гильзы. А занизить это значит снять какое-то количество металла с опоры, чтобы при монтаже гильзы ее вылет и составил те самые 3,8 соток над привалочной поверхностью блока цилиндров. И вот вновь работа для расточника координатно-расточного станка Виталия. Для начала нужно измерить пояс гильзы, какой он имеет размер. Клиент привез вот такую гильзу. Достаем, делаем обмер. В техпаспорте к этой гильзе размер стоит 10,05. Померяем своим микрометром, у нас вышло 10,05, но местами 10,06. А вот теперь уже можно этот громоздкий и тяжелый блок задрать на станину станка и традиционно закрепить его, выставить по уровню. Еще Виталию требуется выставить резец по центрам диаметров, что, собственно, он и делает сейчас в кадре. Резец он кладет на фрезерованную поверхность блока. Далее Виталий выставляет индикатор часового типа, чтобы контролировать глубину реза. Борт гильзы, как мы знаем, 10,05-10,06, то и глубина реза составит 10,10 с копейками. Поэтому Виталий берет мерную плитку размером 10 мм и выставляет индикатор по этой плитке этого размера. Приступает к резанию. Он подает двумя пальцами резец и разводит его таким образом из центра наружу. Сейчас Виталий делает предварительную подрезку и затем сделает контрольный замер. Очень хорошо, но, наверное, не в телефоне. Видно то самое место, где резец не коснулся.
Это как раз и есть тот самый набой и перекос, о котором я говорил ранее. По результату замера видим, что нужно сделать еще 16 соток. Токарь подает еще десяточку и вновь режет опорное место гильзы. Режем, и теперь четко отслеживается, как темное место срезается, то есть теперь резец коснулся всей опорной поверхности. Далее после замера мы делаем чистовую обработку. Ту же операцию мы проводим со всеми цилиндрами. Ну, а у нас, собственно, на этом для вас все. Оставляйте комментарии, поддерживайте финансово канал, задавайте вопросы, постараемся ответить, и без аварийных вам поездок.